Всем привет! С вами Алекс Урсус на канале Евроазиат. И сегодня речь у нас пойдет о фирме Honor. И прежде всего я хочу сказать, что Honor существует двух видов. Первый — это Honor здорового человека. Он может выглядеть вот так. 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 Но речь сегодня пойдет о Хоноре второго типа. Это замечательный и ужасный HC06. Это гитара моего знакомого. Он мне ее одолжил для обзора. С ним была очень серьезная проблема. Я ее кое-как на коленке попытался исправить. Что-то получилось. Ну, давайте я вам расскажу, покажу все. Это классическая гитара. Стоит она в районе 17 тысяч рублей. Плюс-минус там 2-3 тысячи. Это абсолютный конкурент таких гитар, как Takamine, который я показывал в обзоре, Yamaha C40, C70 и C80. То есть это такая вот гитара, которая сделана из замечательного папье-маше. Давайте я вам сразу покажу конструктив этой гитары, из чего она сделана. И мне постоянно пишут в комментариях, действительно пишут, я не вру, о том, что это замечательная, чудесная гитара. Этой гитаре лет 7 точно есть, я думаю, может даже и побольше. Смотрите, верхняя дека — это вот фанера, причем качество вообще абсолютно непонятно, вот такое ощущение, как вот бумага сверху наклеена. Толстенный слой лака, ничего не понятно вообще. Гриф, то ли это береза, то ли сосна, вот здесь вот непонятно, и покрыта сверху краской. Краска везде уже начинает вот так вот отходить замечательно. Вот. Подставка. Это наследие традиций Советского Союза. Посмотрите, как она сделана замечательно. То есть сделана из какой-то доски непонятной и покрашена черной краской. Вот, все это гуляет, все это вот так вот интересно сделано. Ну и чтобы эта красота совсем быстро не отвалилась, здесь вот прифигачили два самореза, сверху закрытые заглушками. Так, внутри у нас фанера, но слои почему-то под 30-20 градусов. Цвет серый, такое ощущение, как будто это дерево просто взяли вот где-то вот, знаете, как в деревне навалены вот эти вот большие такие стопки какого-то бревна, вот оттуда прям взяли, прям серое вот это все выгоревшее, и все это вот так вот замечательно приделали. Колки. Такие, наверное, в магазине стоят рублей 40, может быть 20. Посмотрите, какой пластик. Это все традиции советского наследия. Хотя гитара немецкая, прям настоящая. Видно из ГДР, наверное, там же, наверное, Советский Союз не весь уехал. Вот это вот пластик, который напоминает по качеству ложечку из доширака. Примерно тот же пластик. Здесь у нас вот тоже одни заусенчики, все это торчит, все это непонятно. Что мне больше всего нравится? Вот этот вот замечательный кант, который не пластик, не дерево. А знаете что? Это просто черная краска. То есть они решили не делать кант, а просто его нарисовать. И, конечно, все это дело очень серьезно так вот оббилось. Гриф у нас, ну, деревянный, да, гриф деревянный. Вот видно здесь место склейки. Мне вот особенно понравились вот эти вот точки замечательные.
хочу прямо их показать поближе. Здесь есть такие точки, вот смотрите, я беру ногтем, вот, а ее нету уже. То есть они полностью покрасили вот этот вот кантик, сделали, а потом просто капнули туда чего-то. Мне кажется, это какой-то корректор, вот. Знаете, такой, который нажимается, вот в школе используют. Вот. Что здесь произошло? Через несколько лет гриф повело немножко. Но это не так страшно было, я это все кое-как отшлифовал, мне доверили, я вот отшлифовал там, потом закруглил лады, у меня есть такой специальный напильник для вот ладов. Ну, звучать она более-менее стала, так не лязгала, потому что струны легли полностью, гриф скрутило, пришлось все это вот шлифовать, но дека провалилась. И провалилась она почти сразу, после покупки. Я думаю, это видно. Вот здесь вот. Мне пришлось купить вот этот порожек. Обратите внимание, какого размера мне пришлось поставить порожек. Это просто ужас. Это говорит о том, насколько дека провалилась. Здесь миллиметров 5, не меньше. И если вы думаете, что это просто такой экземпляр, то я вас разочарую. Практически любой хонер, особенно дешевый, он будет деформироваться у вас со страшной силой. Это дело в выборе материала для производства гитары. Это не гитарный материал. Ну, звучит она так ведерно. Давайте что-нибудь сыграем. Вот она вибрирует еще. Все. Сустейн восхитительный.
Что я хочу сказать в конце. Когда гитару эту покупали, в те времена она стоила 2 с небольшим тысячи рублей. Это нормальная ее цена была бы сейчас. Это прямо она того стоит. Но если вы хотите покупать гитару и потратить на нее там 15, 17, 20 тысяч рублей, то не делайте этого. Эта гитара того не стоит. Она обязательно деформируется. Вам придется ее таскать постоянно к гитарному мастеру. К покупке не рекомендую эту гитару. Вообще ни один Honor в качестве гитары не стоит своих денег совершенно. Представляете, вот я сейчас решил сказать последние слова о гитаре, и пошел ливень на улице. Даже небеса заплакали, увидев эту гитару, и не захотели, чтобы она вообще существовала. Эта гитара недостойна жизни. Может быть, мне такой экземпляр в руки вот попал. Но я видел таких гитар у мастеров немало. Это был вынужденный обзор. Просто потому, что мне часто пишут комментарии о ней. Посмотри, какая она хорошая. Ничего, она не хорошая, ребята, не тратьте деньги. Всем спасибо за просмотр, всем пока.